У берегов Кубы на глубине 600 метров исследовательский аппарат снял каменные конструкции с прямыми углами и симметричными рядами блоков, структуры, которые не могут быть природного происхождения. Геологи датировали эти образования возрастом от 6 до 10 тысяч лет, что означает одно: когда они строились, этот участок дна был сушей. Большинство людей уверены, что Атлантида — это выдумка Платона, красивая философская притча. Но новые кадры, появившиеся в открытом доступе, заставили замолчать даже самых убежденных скептиков. В 2001-м канадская компания Advanced Digital Communications проводила картографирование морского дна у западного побережья Кубы. Оборудование зафиксировало аномалию на глубине 650 метров. Правильные геометрические структуры площадью около 2 квадратных километров. Руководитель экспедиции Полина Зеликов передала данные кубинскому правительству. Кубинская академия наук немедленно засекретила материалы и запретила публикации на 3 года. Когда в 2004-м часть снимков все же утекла в открытый доступ, геологическое сообщество раскололось надвое. На кадрах были отчетливо видны пирамидальные формы высотой до 8 метров, расположенные строгими рядами. Между ними широкие прямые проходы, похожие на улицы. Ни один известный геологический процесс не создает такую симметрию на морском дне. Чтобы этот участок дна был сушей 6 тысяч лет назад, уровень океана должен был быть на 650 метров ниже современного. Профессор Мануэль Итуральде Винент из Национального музея естественной истории Кубы изучил снимки и заявил, что структуры действительно выглядят искусственными. Но датировка создает серьезную проблему. По всем известным климатическим моделям такого никогда не было в период существования человеческой цивилизации. Это означало либо катастрофическое локальное опускание суши, либо то, что строители жили значительно раньше, чем принято считать возможным для организованного общества. В 2009-м независимый исследователь Дэвид Чайлдресс получил доступ к необработанным данным сонара. Он обнаружил детали, которые не попали в официальный отчет. На поверхности нескольких блоков там линейные насечки, расположенные параллельными рядами. Среди структур зафиксированы объекты с круглыми отверстиями правильной формы диаметром около метра. Именно эти детали кубинская сторона изъяла из публичной версии материала. Американский геолог Роберт Баллард, известный тем, что нашел Титаник, ознакомился с кубинскими данными и отказался от комментариев публично. Однако его ассистент позже сообщил журналу National Geographic, что Баллард охарактеризовал находку как не имеющую простого объяснения. Для человека, который провел сотни подводных экспедиций, это равносильно признанию аномальности объекта. Новые кадры, снятые в 2023-м автономным подводным аппаратом Кубинского института океанологии, показали то, чего не было на старых снимках. Один из крупных блоков частично сдвинулся со своего основания, предположительно из-за подводного землетрясения магнитудой 4,7 в 2022. Под блоком обнаружено полое пространство. Внутри темное вещество, которое предварительный анализ идентифицировал как органический материал. Кубинское правительство подтвердило факт съемки, но отказалось публиковать полную версию материалов, сославшись на продолжение научного анализа. Органика на глубине 600 метров, запечатанная под каменным блоком весом в несколько тонн, не появляется случайно. Этот же ответ звучал в 2001, в 2004 и в 2009. Паттерн засекречивания информации об одном и том же объекте на протяжении 20 с лишним лет сам по себе является фактом, требующим объяснения. Новые кадры появились в открытом доступе 23 февраля 2024. Их опубликовал анонимный аккаунт на платформе для научного обмена данными. Файлы содержали метаданные Кубинского института океанологии с временными метками съемки. Ноябрь 2023. Кубинская сторона не опровергла подлинность материалов. Она просто промолчала. На записи видно следующее. Подводный аппарат движется вдоль ряда прямоугольных блоков. Каждый блок примерно 3 на 2 метра. Между блоками зазоры одинаковой ширины около 20 сантиметров, выдержанные на протяжении всего ряда длиной не менее 40 метров. Поверхности плоские, края прямые. Природный процесс не создает одинаковые зазоры между отдельными камнями на протяжении 40 метров. Это физически невозможно без направленного воздействия. На второй минуте записи аппарат разворачивается и снимает перпендикулярный ряд. Угол между рядами 90 градусов. Геолог Мария Луиса Пуэрто из Гаванского университета, которые показали запись независимые журналисты, сказала одну фразу: «Если это природа, то природа использовала линейку». На 4-й минуте камера фиксирует объект, который отличается от остальных. Это не прямоугольный блок, а усеченная пирамида высотой около 5 метров. Основание квадратное, стороны примерно по 6 метров. Поверхность покрыта слоем биологических отложений, но сквозь них проступают линии. Горизонтальные насечки, идущие параллельно друг другу через равные промежутки. Аппарат приближается вплотную. Насечки не случайные царапины. Они одинаковой глубины и одинаковой ширины. Их не менее 12 на видимой стороне пирамиды. Независимый анализ видеозаписи провела группа из 3 специалистов по компьютерному зрению из Массачусетского технологического института. Их задача была простой — проверить
проверить, не является ли запись цифровой подделкой. Вывод, опубликованный в феврале 2024-го: артефактов обработки нет, освещение соответствует реальной подводной среде на указанной глубине. Движение взвешенных частиц в воде физически корректно. Запись не является монтажом. Отдельного внимания заслуживает поведение морской фауны на записи. В районе структур зафиксировано полное отсутствие рыбы. Это аномалия. На глубине 600 метров в Карибском море донные рыбы присутствуют повсеместно. Морской биолог Карлос Эстрада, специализирующийся на глубоководной фауне Карибского бассейна, предположил, что причиной может быть акустическая или электромагнитная активность в районе структур. Он запросил разрешение на собственную экспедицию к объекту. Кубинское правительство не ответило на запрос. Еще один факт, который остался незамеченным в первые дни после публикации. На заднем плане одного из кадров, примерно на расстоянии 30 метров от основного ряда блоков, просматривается вертикальная конструкция. Она частично скрыта в тени, но ее высота явно превышает высоту окружающих блоков. Несколько исследователей обработали этот фрагмент с повышением контраста. Конструкция имеет форму, напоминающую стелу или колонну. Ее основание уходит в донный осадок. Сколько еще подобных объектов скрыто под слоем ила за пределами зоны съемки? Неизвестно. Площадь аномалии, зафиксированная еще в 2001, составляет около 2 квадратных километров. Новые кадры охватывают не более 5% этой площади. Платон описал Атлантиду в двух диалогах: Тимей и Критии, около 360 года до нашей эры. Он указал конкретные параметры: остров за Геркулесовыми столпами, то есть за Гибралтарским проливом, размером больше Ливии и Азии вместе взятых, погрузившийся в океан за один день и одну ночь. Большинство историков считали это литературным приемом, но Платон не был известен выдумками, он был известен точностью. Геркулесовы столпы указывают на Атлантический океан, Куба находится в Атлантическом океане. Кубинские структуры лежат на глубине, соответствующей уровню моря в период от 10 до 12 тысяч лет назад. Именно тогда, когда заканчивался последний ледниковый период и уровень океана резко поднимался. Скорость подъема воды в тот период достигала нескольких метров за столетие. Прибрежные территории уходили под воду быстро и навсегда. Геолог Джон Вайнер из Флоридского университета в 2023-м опубликовал расчеты, согласно которым участок дна у западного побережья Кубы мог быть сушей до 8 тысяч лет назад. Не 6 тысяч, как считалось ранее, а 8. Это сдвигает временные рамки в сторону, более совместимую с существованием организованного общества, способного возводить каменные конструкции. Параллельно кубинским структурам существуют другие подводные аномалии в том же регионе. В 70 километрах от побережья Багамских островов на глубине около 20 метров лежит так называемая дорога Бимини, ряд плоских известняковых блоков длиной около 800 метров. Ее обнаружили в 1968. Официальная геология объяснила ее естественным растрескиванием известняка. Но в 2006 геолог Грег Литтл взял образцы материала из-под блоков Бимини и обнаружил второй слой блоков непосредственно под первым. Природное растрескивание не создает двойных слоев. Расстояние между дорогой Бимини и кубинскими структурами около 700 километров. Если оба объекта искусственные и относятся к одному периоду, это означает существование культуры, распространенной на значительной территории нынешнего дна Карибского моря. Американский исследователь Эндрю Коллинз в книге «Врата Атлантиды», изданной в 2002, собрал свидетельства кубинских рыбаков, которые на протяжении десятилетий сообщали об обнаружении каменных конструкций при нырянии у западного побережья острова. Ни одно из этих свидетельств не получило официального исследования. Кубинское правительство не финансировало экспедиции в этот район вплоть до 90-х годов. Самый неудобный факт для скептиков — это не форма блоков и не их расположение, это материал. Предварительный анализ образцов, взятых в 2002, показал, что блоки сложены из гранита. Гранит не встречается в геологии Западной Кубы. Ближайшие природные выходы гранита находятся на материковой части, во Флориде и на полуострове Юкатан. Кто-то доставил гранитные блоки весом в несколько тонн на расстояние минимум в несколько сотен километров. Либо геология Карибского дна радикально отличается от всего, что известно сейчас, либо эти блоки туда положили. Ответ на вопрос, Атлантида ли это, пока невозможен без полноценной экспедиции с забором образцов и детальным картированием всей 2-километровой аномалии. Такой экспедиции не было ни разу за 23 года с момента первого обнаружения. Если вы думаете, что Атлантида без Свайнвуда — это всего лишь миф, возможно, у вас появились новые подозрения. Узнайте больше о нейросетях, которые помогут вам разгадать тайны мира на нашем сайте playprofit.com. И не забудьте, что только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите 500 токенов. Не упустите шанс. После публикации новых кадров в феврале 2024-го академическое сообщество отреагировало предсказуемо, официальным молчанием. Но в частных каналах связи между исследователями произошло кое-что другое. Геолог Питер Немиц из Калифорнийского университета разослал коллегам закрытое письмо с просьбой высказаться анонимно. Из 23 адресатов ответили 14. 9 из 14 написали, что структуры на кадрах не имеют убедительного природного объяснения. Немец не планировал публиковать эти ответы. Письмо утекло в сеть через 3 недели. Проблема для академической геологии состоит в следующем.
следующее. Официальная позиция требует объяснить кубинские структуры природными процессами. Для этого существует несколько версий. Первое. Гидротермальная активность, создающая правильные кристаллические формы. Вторая. Тектоническое растрескивание породы по естественным линиям разлома. Третья. Эрозия под воздействием течений. Каждая из этих версий объясняет отдельные элементы, но ни одна не объясняет их совокупно. Прямые углы, одинаковые зазоры, параллельные насечки, гранитный материал чужеродного происхождения и пирамидальные формы одновременно — это не укладывается ни в одну природную модель. Британский геофизик Саймон Хэнкок опубликовал в марте 2024 статью в независимом научном журнале Journal of Marine Geology. Он применил к кубинским данным метод анализа, разработанный для идентификации искусственных структур на других планетах в рамках программ поиска внеземных цивилизаций. Метод оценивает вероятность случайного возникновения наблюдаемой геометрии. Результат для кубинских структур — вероятность природного происхождения менее 1%. Редакция журнала сопроводила статью беспрецедентным примечанием. Публикуется для научной дискуссии. Редакция не подтверждает выводы автора. Подобные примечания появляются, когда тема слишком острая, чтобы ее отклонить, но слишком опасная, чтобы одобрить. Отдельную панику вызвал радиоуглеродный анализ органического материала, обнаруженного под сдвинувшимся блоком. Образец передали в 3 независимые лаборатории. 2 лаборатории отказались публиковать результаты, сославшись на необходимость дополнительной верификации. 3-я лаборатория, частная, расположенная в Канаде, опубликовала цифру. Возраст органики составил от 8200 до 8600 лет. Это значит, что органический материал оказался под блоком не позднее, чем 6200 лет до нашей эры. Для сравнения, первые известные каменные постройки Египта датируются примерно 3000 лет до нашей эры. Кубинская органика старше египетских пирамид более чем на 3000 лет. Морской археолог Чарльз Мур из Университета Майами направил официальный запрос в ЮНЕСКО с требованием признать кубинский подводный объект объектом, требующим международного исследования. ЮНЕСКО переадресовало запрос кубинскому правительству. Кубинское правительство ответило, что объект находится в стадии изучения национальными научными институтами. Этот ответ закрывает любой международный доступ к объекту на неопределенный срок. Наибольшее беспокойство среди исследователей вызывает не сам объект, а скорость, с которой тема исчезает из публичного пространства. После первоначального всплеска интереса в феврале 2024 крупные научные издания перестали упоминать кубинские структуры. Ни одно мейнстримное академическое учреждение не выпустило официального заявления. Тема не опровергнута, она просто перестала существовать в официальном диске. Именно это молчание, а не сами кадры, заставляет некоторых исследователей говорить о намеренном замалчивании. Кубинские структуры не единственные подводные аномалии в мире, которые не получили объяснения. Их существование вписывается в глобальную картину, которую официальная наука предпочитает не складывать. У берегов японского острова Йонагуни на глубине от 5 до 27 метров в 1986-м водолаз Кихачиро Аратаки обнаружил террасированный монумент из песчаника. Ступени высотой до 9 метров, вертикальные стены, прямые углы, круглые отверстия в породе. Японский геолог Масааки Кимура из университета Рюкю изучал объект 20 лет и насчитал 10 отдельных структур, включая то, что он идентифицировал как замощенную дорогу, триумфальную арку и стадион. Его оппоненты настаивают на природном происхождении. Ключевой аргумент Кимуры: на объекте обнаружены следы инструментальной обработки камня и высеченные знаки, напоминающие письма. Природа не высекает знаки. У берегов индийского штата Гуджарат в 2002 морская археологическая служба Индии обнаружила на глубине 36 метров остатки городских структур. Радиоуглеродный анализ деревянных фрагментов дал возраст от 7500 до 9000 лет. Это на 5000 лет старше любого известного города в том регионе. Индийское правительство объявило находку доказательством существования ведической цивилизации, описанной в древних текстах. Международные археологи потребовали независимого доступа к объекту. Доступ предоставлен не. В Средиземном море у берегов Сицилии в 2015-м итальянский исследователь Эммануэле Марино зафиксировал на глубине 40 метров монолит длиной 12 метров с 3 сквозными отверстиями правильной формы. Геологический анализ показал, что камень был отколот от скального основания, находящегося в 300 метрах от места его расположения. Кто-то переместил 12-метровый монолит на 300 метров и установил вертикально. Датировка поместила событие в период около 9300 лет назад, когда этот участок Средиземного моря был суши. Все 3 объекта — Йонагуни, индийское побережье Гуджарата, сицилийский монолит — объединяет одно: они уходили под воду в один и тот же период. Между 12 и 7 тысячами лет назад уровень мирового океана поднялся
поднялся примерно на 120 метров. Это произошло в результате таяния ледников после последнего ледникового максимума. Подъем был неравномерным, несколько резких скачков, разделенных периодами стабилизации. Каждый скачок затапливал прибрежные территории за срок жизни одного-двух поколений. Если в тот период существовали развитые прибрежные культуры, а прибрежные зоны всегда были наиболее привлекательны для поселений из-за доступа к морским ресурсам, большинство их следов сейчас находится под водой. Мировой океан покрывает 71% поверхности Земли. Систематически исследовано менее 20% морского дна. Это означает, что 80% потенциальных археологических объектов того периода никогда не осматривал ни один исследователь. Кубинские структуры находятся на глубине 650 метров, значительно глубже, чем объясняет стандартная модель подъема океана. Это либо означает дополнительное тектоническое опускание дна в этом регионе, либо то, что структуры были построены раньше, чем предполагается. Карибский регион тектонически активен. Куба расположена на стыке североамериканской и Карибской плит. Локальное опускание участка дна на несколько сотен метров за тысячелетия вполне укладывается в геологическую модель региона. Совокупность подводных аномалий по всему миру, датированных одним периодом, указывает не на отдельные случайные находки, а на системное явление. Цивилизация или несколько цивилизаций, существовавших до подъема океана, оставили следы на дне по всему миру. Кубинские структуры не исключение, они часть картины, которую наука пока отказывается рассматривать целиком. В марте 2024 группа независимых исследователей направила официальный запрос в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Запрос содержал одну конкретную просьбу – предоставить данные спутникового сканирования морского дна у западного побережья Кубы из архивов программы мониторинга океана. Эти данные существуют. Спутники программы собирают информацию о рельефе дна через измерение гравитационных аномалий уже с 80-х годов. Разрешение недостаточное для детального изучения отдельных блоков, но достаточное для подтверждения или опровержения общей конфигурации аномалий. Ответ пришел через 42 дня. Стандартная формулировка об отсутствии запрашиваемых данных в открытом доступе и рекомендация обратиться в Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Национальное управление океанических и атмосферных исследований на аналогичный запрос не ответило вообще. Это не первый случай институционального молчания вокруг данных о морском дне. В 2014-м исследователь Грэм Хэнкок через закон о свободе информации запросил у военно-морской разведки США данные гидроакустического картирования Карибского бассейна, собранные в период с 80 по 2000. Запрос был частично удовлетворен. Переданные файлы содержали данные по большей части региона, но участок у западного побережья Кубы в переданных материалах отсутствовал. В сопроводительном письме причина отсутствия не объяснял. Военно-морской флот США проводил активные гидроакустические операции в Карибском море на протяжении всей холодной войны. Кубинские воды сканировались особенно интенсивно, по очевидным стратегическим причинам. Утверждать, что данные о рельефе дна у западной Кубы отсутствуют в американских архивах, означает утверждать, что военно-морская разведка в течение 40 лет игнорировала стратегически важный район в непосредственной близости от враждебного государства. Это неправдоподобно. В 2018-м бывший аналитик военно-морской разведки США, пожелавший остаться анонимным, дал интервью исследовательскому порталу Underwater Anomaly Project. Он заявил, что в начале 90-х видел классифицированные гидроакустические карты района Западной Кубы и что на этих картах присутствовала обширная аномалия рельефа дна, которую аналитики обозначили как неидентифицированный геологический объект. По его словам, объекту был присвоен код наблюдения, означающий запрет на публичное раскрытие без специального разрешения. Проверить это заявление независимым образом невозможно, но его нельзя и опровергнуть. Параллельно с молчанием государственных институтов в марте 2024 произошло нечто конкретное. Компания по коммерческому картированию морского дна Seabed Solutions объявила о планах провести независимое сканирование Кубинского района с использованием собственного оборудования. Через 2 недели компания отозвала объявление без объяснения причин. Генеральный директор компании отказался от комментариев. Один из сотрудников компании в частном разговоре, запись которого была опубликована анонимно, сообщил, что компания получила юридическое уведомление о том, что проведение картирования в указанном районе может нарушать двусторонние соглашения между США и Кубой в части исключительной экономической зоны. Это юридически сомнительный аргумент. Международное морское право разрешает научные исследования в исключительной экономической зоне при условии уведомления прибрежного государства. Уведомление не требует согласия. Тем не менее, компания отступила. Каждый раз, когда частная или независимая структура пытается получить данные об объекте, через официальные запросы, через законы о свободе информации или через собственные экспедиции возникает препятствие. Разное по форме, но одинаковое по результату. Объект остается недоступным для независимого исследования 23 года подряд. В октябре 2023 за 2 месяца до съемки новых кадров, кубинский рыбак Хосе Мигель Рамирес из портового города Мариэль сообщил береговой охране о странном объекте, который его сеть подняла с глубины. –
Объект представлял собой каменный фрагмент размером примерно 40 на 20 сантиметров с выгравированными символами. Береговая охрана изъяла фрагмент немедленно. Рамирес успел сфотографировать его на телефон до изъятия. Фотография появилась в сети в январе 2024. На фрагменте видны 8 символов, расположенных в 2 ряда. Символы не идентифицированы ни с одной известной письменностью. Лингвист Карлос Перес из Гаванского университета, которому показали фотографию, заявил, что символы демонстрируют признаки системной письменности, повторяющиеся элементы, указывающие на алфавитный или слоговый принцип, а не на пиктографию. Это означает не просто развитое общество, а общество с абстрактным мышлением, способным кодировать звуки в графические знаки. Возраст фрагмента неизвестен. Кубинские власти не опубликовали результаты анализа, но его происхождение географически привязано к зоне подводных структур. Координаты места, где сеть Рамиреса касалась дна, совпадают с северо-восточным краем 2-километровой аномалии. Теперь о том, что делает всю эту историю по-настоящему тревожной. В ноябре 2023-го, одновременно со съемкой новых кадров, группа кубинских ученых из Института океанологии зафиксировала в районе структур повторяющиеся низкочастотные акустические сигналы. Частота от 12 до 18 Гц, то есть инфразвук. Источник сигналов не установлен. Гидротермальная активность производит акустические сигналы, но не с такой регулярностью. Зафиксированные импульсы повторялись с интервалом в 17 секунд на протяжении 4 часов подряд. Затем прекратились. Сейсмической активности в этот период в регионе зафиксировано не было. Регулярный импульс с постоянным интервалом — это не геологический шум. Геологические процессы не производят метрономически точный сигнал. 17 секунд между импульсами, 4 часа без отклонений. Такая точность характерна либо для механического устройства, либо для источника с внутренней ритмической организацией. Данные об акустических сигналах не вошли в официальный отчет Института океанологии. Они были обнаружены в необработанных файлах телеметрии, которые утекли вместе с видеозаписью в феврале 2024. Акустик Диего Фуэнтес из частной исследовательской группы в Мексике проанализировал файлы и подтвердил. Сигналы реальны, не являются артефактом оборудования и не имеют известного природного аналога в данном частотном диапазоне с данной периодичностью. Совокупность фактов на этом этапе выглядит так. На дне океана у Кубы находятся каменные конструкции с прямыми углами, одинаковыми зазорами и насечками. Материал конструкции — гранит, чужеродный для геологии региона. Органика под блоками датирована 8 тысячами лет. Поднятый со дна фрагмент несет признаки системной письменности. Район лишен морской фауны. И из этого района исходят регулярные инфразвуковые импульсы с метрономической точностью. Каждый из этих фактов по отдельности допускает альтернативное объяснение. Все они вместе не допускают. Если строители этих конструкций существовали 8 тысяч лет назад, имели письменность и технологии обработки и транспортировки многотонных гранитных блоков, это не просто переписывает историю человеческой цивилизации. Это означает, что все, что мы считаем началом цивилизации, Шумер, Египет, Инд, является не началом, а возрождением после катастрофы. Первая глава человеческой истории лежит на дне океана, и она, судя по всему, еще не дочитана. В начале этого повествования прозвучал вопрос, скрывает ли глубина правду. Теперь можно ответить точнее. Глубина не скрывает, она хранит. Скрывают люди. За 23 года с момента первого обнаружения кубинских структур не была проведена ни одна полноценная международная экспедиция, ни один образец породы не прошел публичного независимого анализа. Ни один метр из 2 квадратных километров аномалий не был систематически задокументирован в открытом доступе. При этом технологии, необходимые для такого исследования, существуют и доступны. Автономные подводные аппараты с высоким разрешением, глубоководные буровые установки для забора образцов, акустические сканеры с сантиметровым разрешением, все это применяется в коммерческих и военных целях ежедневно. Отсутствие исследования не является техническим ограничением. Это выбор. Что произойдет, если структуры окажутся искусственными и будут датированы 8 тысячами лет? Официальная хронология человеческой цивилизации сдвинется минимум на 5000 лет назад. Все учебники истории, написанные за последние 200 лет, окажутся описанием не начала цивилизации, а ее второй попытки. Религиозные тексты множества культур, описывающие Великий потоп и уничтожение предыдущего мира, получат археологическое подтверждение. Академические институты, десятилетиями отвергавшие эти версии, окажутся в положении, требующем объяснений. Это не просто научная корректировка, это институциональный кризис. Именно поэтому молчание выгодно. Не потому, что кто-то скрывает инопланетян или сверхъестественное, а потому, что правда о кубинских структурах, если она подтвердится, разрушает не физику и не биологию, она разрушает академическую монополию на интерпретацию прошлого. Апрель 2024 принес один новый факт. Мексиканский частный фонд Patrimonio Submarino объявил о финансировании независимой экспедиции к кубинским структурам с привлечением международной команды геологов, морских археологов
геологов и акустиков. Запланированная дата выхода октябрь 2024. Фонд подал уведомление кубинскому правительству в соответствии с нормами международного морского права. На момент публикации этих данных ответа от кубинской стороны не поступило. Если экспедиция состоится и получит доступ к объекту, то это первый раз за 23 года, когда независимые исследователи смогут взять образцы, провести детальное картирование и опубликовать результаты без фильтрации государственными институтами. Если экспедиции снова помешают, это само по себе станет ответом на вопрос о природе молчания вокруг объекта. Платон написал об Атлантиде 2300 лет назад. Он указал место – за Геркулесовыми столпами. Он указал причину гибели – катастрофическое затопление. Он указал масштаб – цивилизация, превосходящая все известное его современникам. На протяжении 23 столетий это считалось философской метафорой. На глубине 650 метров у западного побережья Кубы лежат прямоугольные гранитные блоки с одинаковыми зазорами, параллельными насечками и органикой 8000-летнего возраста под ними. Из этого места с метрономической точностью каждые 17 секунд исходит инфразвуковой импульс неустановленного происхождения. Метафоры не издают звука.